Самая масштабная операция в истории. Спецназ уже готовится выдвигаться. Такую силу трудно будет скрыть. Брюссель готов встрять в конфликт и попробовать примирить стороны деньгами. Но будет ли это эффективным, если цель конфликта – сам конфликт? Глобальная проблема, которая может коснуться огромного количества людей на планете. Если война продлится до лета, случится непоправимое. Российские дроны атакуют еще одну страну. Реакция не заставила себя долго ждать. Новая война в Европе уже началась. Нефть получила карт-бланш. За 30 дней Россия сможет заработать больше, чем за годы ограничений. Можно ли это остановить? Об этих и других самых главных событиях утро среды, 18 марта. Все правильно делаете, досмотрите до конца, ведь специально для вас мы отбираем самые важные и интересные новости. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Поехали. Спецназ уже готов. Тайная операция уже прорабатывается передовыми разведками мира. США и Израиль рассматривают такую возможность. По данным The Telegraph, цель не уничтожить, а захватить запасы обогащенного урана, чтобы лишить Тегеран возможности создавать ядерное оружие. Речь идет о материалах, которые, по оценкам, остались в подземных объектах в Исфахане, Фордо, Натанзе после ударов в 2025 году. Такая операция считается крайне сложной и рискованной. Эксперты отмечают, что для поиска, захвата и транспортировки радиоактивных материалов потребуются сотни военных и несколько дней работы на территории Ирана, что фактически означает резкую эскалацию. Бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис назвал возможную миссию крупнейшей операцией спецназа в истории. Германия остановилась. Берлин фактически остался без авиации. Аэропорт Берлин-Бранденбург полностью остановил работу. Не будет ни вылетов, ни посадок, а терминалы окажутся пустыми. Администрация прямо предупредила пассажиров: приезжать в аэропорт смысла нет, потому что на месте просто некому будет обслуживать рейсы. Причина – масштабная забастовка профсоюза Верди. Речь не только о пилотах или экипажах, а о наземных службах, регистрации, безопасности, обслуживании багажа. Без этих сотрудников аэропорт физически не может работать, поэтому его решили полностью закрыть на сутки. Профсоюз требует повышения зарплат, улучшения условий труда, но предложения работодателей назвали неприемлемыми. Компромисса не достигли и в итоге объявили забастовку. Удар будет серьезный, потому что остановлен главный авиаузел столицы Германии, и на один день воздушное сообщение с Берлином просто исчезнет. Брюссель спешит на помощь. Дружба будет восстановлена. ЕС поможет Украине отремонтировать нефтепровод «Дружба», чтобы возобновить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. Брюссель даст деньги и техническую помощь. Запуск возможен примерно через 1,5 месяца. После возобновившихся российских ударов 27 января по трубопроводу «Дружба», которые привели к прекращению поставок сырой нефти в Венгрию и Словакию, мы на всех уровнях вели интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной, чтобы восстановить поток нефти в Венгрию и Словакию. Украинская сторона приветствовала и приняла это предложение. Европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно. Проблема в том, что Венгрия уже блокирует кредит ЕС на 90 миллиардов евро и новые санкции против России, требуя восстановить поставки. Украина говорит, что труба повреждена из-за ударов России, а Венгрия называет это энергетическим шантажом, при том, что имеет путь диверсификации поставок. В итоге еще один парадокс. ЕС хочет отказаться от российской нефти к 2027 году, но прямо сейчас помогает восстановить маршрут ее поставок. Как думаете, насколько это логично? Не забывайте писать свое мнение в комментариях. Дрон атаковал Молдову. Пограничная полиция обнаружила фрагменты беспилотника возле населенного пункта Тудора, примерно в 500 метрах от границы с Украиной. На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнического отдела полиции, чтобы оценить опасность, обезвредить боевую часть беспилотника. Всех местных жителей пришлось эвакуировать. Саперы и полиция подтвердили, что беспилотник был активным и имел боевой заряд.
В сообщении полиции не уточняется происхождение дрона, но на опубликованной фотографии он странно похож на одну из российских модификаций беспилотника «Шахед». Накануне глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщал об интенсивном российском ударе по региону. По его словам, в результате атаки были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры, территории предприятий и некоторое оборудование. Война на Ближнем Востоке уже начинает бить не только по безопасности, но и по еде. Если боевые действия вокруг Ирана продолжатся хотя бы до июня, еще около 45 миллионов человек могут столкнуться с острым дефицитом продовольствия. Причина – цепная реакция. Конфликт нарушил ключевые маршруты поставок, из-за чего гуманитарные грузы задерживаются, а логистика резко дорожает. Стоимость перевозок выросла примерно на 18%. Даже у Всемирной продовольственной программы уже не хватает ресурсов. Доноры все больше направляют деньги на оборону, и организации приходится сокращать расходы именно в тот момент, когда потребность в помощи только растет. Это приведет к тому, что уровень голода в мире достигнет исторического максимума, и это ужасная перспектива. Еще до этой войны мы оказались в критической ситуации, когда кризис никогда не был таким сильным, как сейчас, как по масштабам, так и по глубине голода. В результате ситуация может выйти на новый уровень. Сейчас в мире около 319 миллионов человек находятся в состоянии острого голода. Если прогноз подтвердится, эта цифра может превысить 364 миллиона. Это станет абсолютным рекордом. И речь не только об Иране. Из-за глобальных цепочек поставок последствия почувствуют регионы далеко за пределами зоны боевых действий. Фактически формируется сценарий, который в ООН уже называют идеальным штормом, когда война, экономика и логистика одновременно бьют по продовольственной безопасности. Понеслось, барьеры постепенно падают, и российская нефть, скорее всего, за короткое время сможет вернуть утраченные позиции, особо не напрягаясь. Китай может возобновить закупки российской нефти после паузы с ноября. По данным Reuters, компании уже начали переговоры с поставщиками, и сделки могут состояться в ближайшее время. Несмотря на рост цен из-за конфликта вокруг Ирана, российская нефть остается дешевле альтернатив, что делает ее привлекательной для китайских компаний. Дополнительный фактор – временное смягчение санкций США на 30 дней, которое позволяет завершать уже отгруженные поставки. Компании также рассматривают схемы закупок через посредников. На фоне блокировки Ормузского пролива и роста мировых цен Китай стремится воспользоваться ситуацией и обеспечить более выгодные поставки. Дружить против кого-то всегда проще. И эти двое сошлись на нелюбви к диктаторам. Если еще полгода назад премьер-министр говорил, что не будет помогать Украине, к примеру, летальным вооружением, то сейчас все может поменяться. Владимир Зеленский заявил о возможной встрече с Беньямином Нетаньяху. Цитирую: «У него есть то, что нужно мне, а у меня то, что нужно ему». Конец цитаты. Зеленский сделал одно из самых жестких заявлений о союзе России и Ирана. Сначала Тегеран поставлял дроны «Шахед» Москве, потом помогал запускать производство уже в самой России, а теперь, считает Зеленский, Кремль начал возвращать услугу, передавать Ирану доработанные технологии и новые решения. У нас был ужасный опыт с этими дронами. У нас было 350 или 500 иранских дронов-шахедов каждый день и каждую ночь. Украина в каком-то смысле в итоге стала испытательным полигоном для этих дронов. Нельзя даже сравнивать первые модели шахедов, которые были в самом начале войны, и сегодняшние шахеды. Президент Украины говорит, что в начале широкомасштабной войны Иран пытался лгать и уверял Киев, будто продаст России ограниченную партию дронов, и на этом все закончится. Но это, по его словам, было неправдой. Поставки расширились, появились лицензии на производство, заводы, обучение, а затем и целая система массового выпуска дешевых беспилотников. И именно это, предупреждает Зеленский, делает угрозу особенно опасной. Речь уже не о единичных ударах, а о сотнях тысяч дронов, которые можно использовать против городов, энергетики и гражданской инфраструктуры. Зеленский также заявил, что Украина уже делится своим опытом противодействия таким угрозам. Украина уже отправила 3 группы военных специалистов в страны региона, чтобы помочь с противовоздушной обороной и защитой от иранских дронов, но помощь носит исключительно оборонительный характер.
Поразительное и неожиданное открытие. Находка. В Узбекистане задержали 26-летнего мужчину, который находился в розыске за мошенничество и подделку документов. Как сообщают местные медиа, он несколько лет скрывался, переодеваясь в женскую одежду и выдавая себя за пожилую женщину. Таким образом, ему удавалось избегать подозрений и свободно появляться на улице. Но его поведение таки привлекло внимание сотрудника патрульной службы, и при проверке документов обман раскрылся, после чего мужчину задержали. Сейчас он находится в изоляторе, но история от этого не становится менее странной. Американская политика не будет прежней. Масштабные кадровые изменения, громкая отставка, и мигранты всей страны вздохнули с облегчением. Правда, надолго ли? В США уходит в отставку один из ключевых исполнителей жесткой миграционной политики Дональда Трампа Грегори Бовино. Он почти 30 лет работал в системе и руководил масштабными операциями против нелегальной миграции по всей стране. Именно его считают одним из главных идеологов, стоявших за жесткими рейдами и усилением контроля. Бовино в конце марта выходит на пенсию, а ранее пост главы Министерства внутренней безопасности покинула Кристи Ноэм, в подчинении которой находилась пограничная служба. В целом это выглядит как очередной сигнал перестройки силового блока, который отвечает за миграционную политику в США. Но и еще одна отставка, не менее важная. Глава Национального контртеррористического центра США уходит в знак протеста против войны с Ираном. Джо Кент объяснил свое решение тем, что не может поддерживать военные действия, которые считают необоснованными. По его словам, Иран не представлял прямой угрозы для США, а сама эскалация, как он утверждает, произошла под влиянием внешнего давления, в том числе со стороны Израиля и его союзников в американской политике. Национальный контртеррористический центр — это одна из ключевых структур системы безопасности США. Создана она была после терактов 11 сентября. Он отвечает за координацию работы спецслужб в борьбе с терроризмом, поэтому отставка его руководителя на фоне действующего конфликта выглядит крайне чувствительным сигналом. А в прошлом выпуске украинские дроны потопили фрегат НАТО. Как такое вообще стало возможным? Одновременно российского посла ткнули в последствия российской же атаки и, можно сказать, публично унизили. На фоне этого всплывают детали тайных переговоров в перемирии, похоже, действительно ближе, чем нам говорят. И еще один тревожный поворот. Трамп будто бы разворачивается. Разговоры о том, что он может отказаться от Украины. К тому же он отказывается лететь в Китай. Что с ним происходит? Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, а мы встретимся уже вечером.